Сукуна продолжают удивлять. Ранее Ураумы сказала, что во всех предыдущих сражениях король проклятий не выкладывался на полную, поскольку ему было вовсе не интересно. Кашима Хигуруму и Юту он оценивал как неограненный самоцвет с достаточно уникальными проклятыми техниками, но все равно Рёмин развлекался с ними. И даже в бою против полноценного Годжа он не заюзал всю свою силу. Однако магия шаман 4-го ранга, ведь ее вроде так и не повысили, заставила Сукуну драться всерьез. Чистая физа даже без C6 Мики против проклятой энергии. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую мангу Манху Маньхуа вы сможете на rimanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 253 глава манги «Магической битвы». Переводил ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Недавно у себя в телеге я делал пост о том, что манге «Магическая битва» исполнилось 6 лет. И вот к этому знаменательному моменту ГГ оформил арт для обложки журнала Shonen Jump с Сукуной, Юта и Юти. Кстати, даже тут двуликий сторонница главного героя, так как он считает его очень скучным противником. А вот Акоцу он, считайте, что почти прикрыл своей рукой. Естественно, вероятно, тут ничего такого и не задумывалось, но достаточно интересно сопоставлять арты мангаки с тем, что происходит в манге. Также 253 глава Магички порадовала нас цветным разворотом, подарив нам каноничный покрас внезапной атаки Маки Зенин. Однако, что еще более интересно, так это демонстрация обложки 26-го тома манги с Годжо Сатору. Само же повествование продолжается с противостояния Сукуны и Маки, которая после короткой шутки про дырявого двуликого тут же кинулась к противнику, минуя стремящийся в ее сторону разрез. Эта атака была настолько мощная, что без труда рассекла многоэтажное здание позади них, после чего, обмениваясь ударами, рассеченное строение начало сваливаться им на головы, разнося своим колоссальным весом все дорожное полотно моста, подбрасывая все стоящие рядом автомобили. А используя образовавшуюся обстановку, король проклятия решил сделать Юдзи момент, запустив разрез по оппоненту прямо сквозь машину. Однако Маки ощутила вражескую атаку и заблокировала ее своим клинком, но из-за взрыва Зенин отбросила в рядом стоящее здание. Рёмин же не останавливался и, выходя на опережение, буквально мгновение ока он оказывается уже внутри многоэтажки, после чего он сразу же коснулся Маки и нанес ей множественное рассечение, что для нее достаточно неприятная штука, так как она не способна использовать обратку, дабы залечить свою рану. Вот только в этом моменте появляется Ина, готовящаяся атаковать врага своей проклятой техникой, но Сукуныч ощутил образование проклятой энергии и тут же наносит ему опережающие удары разрезами, не позволяя Ину вклиниться в их противостояние. Двуликий замечает, что у этого мага не было проклятого орудия Нанами 7 к 3, а все потому, что сейчас она была у Кусакаба, который в сию же секунду атаковал им противника. Вот только Рёмин ожидал подобного хода и смог его заблокировать, после чего прибил к стене Ацию Кусакаба, готовясь прикончить и его. Но тут Зенин вновь возвращается в сражение и отбивает атаку Сукуны, решив, что бой нужно заканчивать как можно скорее, ведь даже если Юта выживет и сможет вернуться к битве с королем проклятий, то есть шанс, что это противостояние затянется, и тогда их могут ожидать новые неприятности в виде каких-то внезапных техник от Сукуны. Поэтому Маки не стала медлить и, разрезав опору внутри помещения, она ударом ноги запускает кусок бетона во врага. Однако двуликий просто моментально исчезает из-под атаки и тут же, схватив за голову, проламывая ее телом стену здания, выбрасывает Маки за его пределы, к тому же еще и оторвав часть кожи лица. Намереваясь ранее закончить битву как можно скорее, Зенин была чертовски права, ведь теми самыми непредвиденными проблемами стало то, что Сукуна начал входить в кураж и постепенно становился более серьезным, поскольку спустя отличный бой с Годжо, а после и скучных игр со следующими оппонентами, Маки стала единственной, кто смог так сильно разыграть жажду сражения после Сатору, говоря, что этот поединок определит того, кто больше
больше всего достоин: магия или физическая сила. Раз это впервые, когда кто-то подобный, полностью отринувший проклятую энергию, бросил ему вызов, Сукуна готов был сражаться всерьез, отстаивая сторону магии. После чего Двуликий с огромной скоростью сократил дистанцию и начал атаковать своего оппонента. Маги же пытается заблокировать его удары и заметила, что король проклятий перестал залечивать свои раны обраткой, а значит, это был ее шанс на победу. Вот только Сукуна, хватая клинок голыми руками, вновь готовит Юдзи момент, накапливая проклятую энергию для удара. Находясь в непосредственной близости, Зенин успевает защититься от атаки противника, однако затем Рёмин впервые активирует черную молнию и окончательно пробивает защиту Маки. Не знаю, был ли для нее смертельным этот удар, у которой такое крепкое телосложение, но то, что Маки не вернется так скоро, как после предыдущего рассечения, это уж точно. Теперь единственный, кто остался стоять на ногах, это был Кусакабе, и сейчас именно ему придется соло противостоять этому монстру, который вдобавок еще так неплохо смог разогреться после боя с обладательницей проклятия небес. Я представляю, как он сейчас не в восторге от того, что Сукуна теперь полностью в его распоряжении. Вот только отступить ему никак не удастся, поскольку внимание Рёмина обращено только на него. Хоть Мэй-Мэй, Годжо и Нанами говорили, что Кусакабе является сильнейшим шаманом первого ранга, но я не уверен, что ему удастся его победить. К тому же Двуликий хоть и начал сражаться всерьез, но скорее всего он еще даже и близко не показал то, о чем нам говорила Урауме. Так и еще после черной молнии Сукуна восстановил выход проклятой энергии, а значит, так он в скором времени сможет нормально подрегениться, и тогда Кусакабе будет еще напряжнее. Да и вообще, кто сейчас способен одолеть короля проклятий? Годжо все, хоть и его тело куда-то пропало, может быть, он восстанет на матч-реванш, и возможно теории по его возвращению окажутся правдивы. Юта словил разрез мира, хотя его состояние пока остается неизвестным. Чосо также ранен, и скорее всего его надолго не хватит. Итадори сейчас хилится, и хоть он и стал сильнее, но для Сукуны он все еще скучный соперник. Будет смешно, если Двуликий вот так возьмет и проиграет Кусакабе из-за того, что его измотали за предыдущие бои. Но я почему-то уверен, что Гага не станет разбрасываться его жизнью. Что же, тогда будем ожидать того, что нам покажет Кусакабе. Не зря же он сильнейший шаман первого ранга. Ну а также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.